is Jay. Меня зовут Джей. And in English, На английском Jay has the meaning of a large, loud bird. а Джей вообще переводится как большая, громкая птица. Yeah. And so it is true. И это правда обо мне. I can be very loud. Я могу быть очень громким. Yeah. But hopefully this loudness is for Jesus. Я надеюсь, что моя громкость, моя заметность ради Иисуса. Very good. So I understand this is the network for social work and Как я church. понимаю, мы с вами в секции социальной работы. Yes? Да? Yes? Да? Okay. Хорошо. I am a trained teacher. Я вообще по образованию преподаватель, учитель, Okay. So I am not a pastor. поэтому я не пастор. When I ask a question, Когда я задаю вопрос, I would like you to say yes, no, я or give an answer. ожидаю, как от нормальных учеников, да, нет, там, или объяснить. Хорошо. Okay? Нормально, понимаете? Yes? Agree? Хорошо, согласились? Okay. Хорошо. So let's talk about the idea of social work. Итак, давайте сначала обсудим о моем понимании социальной работы. And I will write in English. Я буду писать на английском Or you prefer German? или на немецком лучше. No? Okay. Okay. Переводчик пусть пишет. English, please. English, please. Okay. They say the interpreter could write it in Russian. Very good. So this word is. Итак, это слово милость, милость, милосердие. Yeah. Okay. So when we talk about the church Когда мы говорим о церкви, involved with social work, которая участвует в социальной работе, mercy милосердие is a word that we receive from the New Testament. это слово, которое у нас есть в Новом Завете, And this is what we're talking about in this lecture. и это то, о чем мы будем обсуждать в этой лекции. Mercy is God doing for us Милосердие или милость это когда Бог делает для нас what we cannot do for то, ourselves. что мы сами для себя сделать не можем. And therefore we, as Christ's body, И поэтому мы, как тело Христа, with mercy, используя милосердие, serve the community служим сообществу for what they cannot do for themselves. в тех вещах, которые они сами для себя сделать не могут. So I have heard this morning, and I also have heard in years past, И предыдущие годы, и сегодня утром уже упоминалось, that in Ukraine что на Украине there are many orphans. сирот предостаточно много сирот. And a classic example for mercy. И как раз это классический пример служения милосердия. A person who cannot Человек, который не способен survive on his or her own, выжить самостоятельно, needs someone else нуждается в ком-то другом, with power, with resources кто имеет силы, кто имеет ресурсы, to lift them up to survive. чтобы этот другой его поддержал и помог выжить. Okay. So, two words Два that слова, come from mercy которые исходят от милости или милосердия. is the gospel. Это Евангелие, благая весть. Okay. And when we practice mercy, И когда мы практикуем милосердие, we are able to do two things тогда мы способны сделать две вещи with the gospel. с Евангелием. Express, Первое – это выразить, okay, to say, to сказать, demonstrate. показать. In the New Testament, Jesus talks about giving a cup of cold water, В Новом Завете Иисус говорит о том, чтобы подать чашку воды, of the Good Samaritan binding wounds, или как добрый самарянин перевязать раны, giving a place of safety, дать место безопасное, где быть, and providing for care. и обеспечить ему заботу человека. So when we in Berlin talk about the mercy connecting to the gospel, we talk first about expressing the gospel, giving a sign. Поэтому, когда мы в Берлине, где я сейчас работаю, когда мы говорим о милосердии и выражении Евангелия, мы говорим о том, как это можно выразить, как показать, дать знак. Okay. So I will then be your teacher. Does everyone understand? Is Как this учитель, clear? я спрашиваю, всем понятно? Okay. Всем хорошо? Yes. Да? Great. Then we move to the second, И which второе, is что можно сделать, это объяснить. sorry, to explain. Объяснить Евангелие. This says
we have shown you the То есть это gospel, говорит, вот мы вам практически показали Евангелие, then we proclaim и потом мы провозглашаем with the words of Scripture, словами, местами из Писания, what does the gospel mean? что означает Евангелие, благая весть. So you can have someone in Berlin, someone in Ukraine, Можно взять кого-то в Берлине, кого-то в Украине, see он увидит mercy, милосердие, receive mercy, примет в свою жизнь это милосердие. and someone could say, oh, the gift of Jesus. И кто-то может сказать, вот дар Иисуса, I accept this gift. я принимаю этот дар. Or, Или же, I had luck. просто повезло. Вот обо мне позаботились, повезло. Maybe I will be lucky again. Может быть, потом еще где-нибудь повезет. And that is why to express the gospel, И вот поэтому, выражая Евангелие, very important крайне важно to give a sign дать этот знак, that people can see, they can feel, который люди могут увидеть, почувствовать. but without the explanation, Но если не будет объяснения, they may not understand они могут и не понять in the head, головой своей, or in the heart, или сердцем, or in their spirit, или в духе своем. that Jesus Они могут и не понять, что Иисус is the author, – это автор, это начальник, the provider обеспечитель of true mercy. настоящего милосердия. So it is very important for our social work as the German church Поэтому для немецкой церкви, в которой я работаю, очень важно, чтобы в нашей социальной работе that we express and explain мы не только выражали практически, но и объясняли mercy through the gospel. милосердие через Евангелие. Okay? Хорошо? So, is this similar in Ukraine, А можно ли сказать, что такое же относится к Украине? Finland, what other countries? Какие еще здесь? Belarus, Белоруссия, еще здесь представители есть. Moldova? Молдова. Is this similar У вас to your social work? ситуация Different? такая же в вашей социальной работе? У вас такой подход или другой? The same? Такой же. Подход такой же, но очень часто приходит к тому, что люди именно только принимают, но они не People хотят just receive, слышать. but they don't want to listen to the explanation. Да, они просто используют. They just use Иногда даже your бывает такое, что на Рождество они по многим церквям ходят. Some people even like on Christmas time go to many churches just to get Yes. all the gifts. Yes. Yes. What do we think? What do you think И что вы думаете about if someone uses о людях, которые используют, или о ситуации, когда люди используют mercy? милосердие? Плохо, хорошо. Лицемерные люди. It's hypocrites. It's hypocritical. Так, это лицемерие. Okay. Any other thoughts? Какие-то еще мысли по этому поводу есть? Это лучше, чем ничего не делать. It's better than doing nothing for them. It's better than doing Это nothing. лучше, чем ничего не делать. Эгоизм. Мы рассматриваем, что, возможно, все равно это семя, But доброе still we семя, are sowing the seed. We are sowing the good И молимся. seeds for them and we are praying for them. Это сигнал, что есть над чем работать. It's a signal that we have something to work on. Еще мы думаем, каким все-таки образом можно охватить другие слои населения, которые никогда And then it makes us think in what way we can reach to other people that are not getting the same opportunities. Excellent. Ну, даже когда люди, например, используют милосердие неправильно, в своих корыстных целях, это хорошо, потому что он, делая даже не в корыстных целях милосердия, он может даже потом, его сердце соприкоснется, эта любовь, и он начнет делать это от сердца. Поэтому это такое двоякое понимание, что судить, например, однозначно, что это плохо или нет, это будет, как-то не так. И поэтому пусть делает милосердие, даже если они делают это лукаво, и Бог может коснуться их сердца, чтобы поменять. Еще это для нас понять, как попасть в точку этого человека, как найти вход в его настоящее, то, что проснется.
we started Мы начинаем, with the idea that God, мы начали с того, что Бог through Christ, через Христа gives us mercy. дает нам милость. Think for one moment. Подумайте теперь. Shouldn't be that long. Это не так долго надо думать. Have we taken His mercy Было ли моменты, или используем ли мы Божье милосердие and not been grateful, or корыстно? used it? Всегда ли мы благодарны selfishly? за Его милосердие? Всегда ли мы, не являемся ли мы лицемерными или эгоистами в том, как мы принимаем Его милосердие? I have. Со мной такое было, я признаю. Does our selfishness Является ли наш эгоизм, turn God's mercy то есть отворачивает ли наш эгоизм Божью милость into something not good? и превращает ее в что-то плохое? Absolutely. Конечно же нет. God's mercy is true. Божья милость истинна, It cannot be bad. она не может быть плохой. Our motive Наши мотивы can be mixed. могут быть разными, смешанными. Therefore, when we express mercy Поэтому, когда мы выражаем милость, and people use it selfishly, а люди используют ее корыстно или эгоистично, it is exactly what you have это said. как раз именно та ситуация, которую вы сами уже и объяснили. A sign of God's goodness Это знак Божьей благости. to a disbelieving generation. Поколению, которое не верит, It is a reminder of our own, это напоминание нам о нашем собственном лицемерии перед Богом. and when we are offended, И когда мы обижаем, когда нас оскорбляет такое поведение людей, when we see this expression selfishly used, когда мы видим, что выражение милосердия используется как-то корыстно, we are returned to humility это возвращает нас к смиренному пониманию before a holy God. перед святым Богом. And we are challenged. I И think перед you- нами стоит вызов, кажется, вот вы это упоминали. Okay, Jesus says, do not throw pearl before swine. Иисус говорит, не бросайте своих жемчуг перед свиньями. And the pearl is the truth of the gospel. А жемчуг – это истина Евангелия. So, we figure out ways Поэтому мы начинаем искать способы, to throw and to give and express mercy чтобы бросать этот жемчуг или выражать, давать милосердие to those we believe who are open. тем, которые нам кажутся открытыми к Нему. And it is a challenge for us И это для нас вызов then to figure out for those we know. разобраться с теми людьми, которые We've мы seen them знаем. before. Мы видели их, что они делают это не раз. We know each other. Мы уже знаем их в лицо, этих людей. And the last time И прошлый раз they abused mercy они уже пользовались корыстно нашим милосердием. to pray for the inspiration of the Holy Это Spirit. для нас возможность молиться о вдохновении от Духа Святого. How can we express and explain in a new way or a different way О том, как мы можем выразить или объяснить каким-то новым способом или по-другому, and still be merciful? чтобы все-таки достичь их и чтобы сохранить милосердие. Any questions at this point? На этом этапе вопросы какие-то есть? В благотворительности нужно быть рассудительным, если это So in какой-то our благой. mercy, we should be wise, basically. Yes. Да. Я знаю, опыт у нас был, когда мы начинали свое служение с детьми сиротами. We work with orphans. У нас была огромная любовь и жалость. Мы не знали, первые шаги были. Our first steps were Мы их quite одевали, innocent. мы их кормили, мы их, все делали, что только не делали даже в своих силах. И потом так получилось, что они уже присытились. И мы оставили немножко, начали делать мудро. And then we had to actually apply more wisdom to Yes. how they Но мы we do for them. по жизни, вот 30 лет все равно с этими детьми But we still идем. work with them like 30 years already. We continue to work with Вот. them. Ну и сейчас уже дети приобщились и помогают таким же, как они. Those kids now Пришли к grow Богу. up and they're actually helping other kids that are in the same situation. Поэтому чудесно. Благотворительности нужно быть So yeah, in our mercy, we should be wise. Yes. The Bible verse comes to mind, Да, be место innocent Писания. as a dove Сказано, да, что будьте невинны, как голуби, and и просты, как голуби, и мудры, как змеи. yes, we must be innocent То есть, с because одной we are стороны, нам нужно forgiven быть as sinners. простыми, как бы невинными в нашем понимании, потому что мы прощены.
and wise, и мудрыми при этом, good stewards. хорошими хранителями, We do not throw God's treasure чтобы мы не away, разбрасывали Божьи драгоценности. but like talents, Но как таланты, gifts, дары, we look to invest чтобы мы искали, где мы можем их вложить, инвестировать, that treasure эту драгоценность эту, into people, into ministry инвестировать в людей, в служение, that will bear fruit которое принесет плоды for God's kingdom. для Божьего Царства. And the first time we think, oh, this is a good way. И, как правило, сначала мы думаем, о, это прекрасный способ сделать вот так вот. Maybe, maybe not. А может быть да, может быть нет, время покажет. We make the best decision we can with the wisdom we have at the time. Но на момент, когда мы что-то делаем, нужно принимать максимально качественное решение, опираясь на ту мудрость, которая у нас есть на данный момент. And then we learn. И потом учиться. We gain wisdom. Мудрость мы приобретаем. And we pray and pray. И молиться, молиться и молиться. And then next time, И в следующий раз we do not give up. не сдаваться. Maybe there's some frustration. Может быть, будут какие-то расстройства по ходу. We pray about that. Но молиться и об этом тоже надо. Let your mercy reign, not my frustration. Пусть Божья милость правит, а не мое расстройство управляет действиями. And we attempt again, И 2, пробовать 3, снова. 4, Второй, 5, третий, четвертый, пятый раз. with more wisdom, С with more большей wisdom. мудростью, уже с большей мудростью каждый раз. Еще хочу добавить, что Она все равно будет Слово Божье. если мы не только так вот их милосердие это проявляем, а прежде всего несем Слово Божье. Because first, it's not only mercy, but we do need to preach gospel, like Yes. take care of the word of И God. тоже как бы из опыта даже And те from дети, the которые нас experience, использовали, even children that used us, Может, грубое слово. selfishly, maybe it's like, Вот. what they used us selfishly. но прошло время, они уже сейчас с Богом, Now they are поэтому with God. They reach out через to God. тюрьму прошли, Some of через them had to go испытания through пришли, prison, сегодня уже had to go through Yes. служение, And now they поэтому in ministry, знаем как. so we know, Когда we've seen that we still do. Нужно делать We just мудро, need to конечно, do it wisely, всегда but продолжать just делать. Yes. прекрасно, да. Thank you for your example. Спасибо за ваш пример. And thank you for И emphasizing спасибо за то, что вы подчеркиваете, that these are both twins of the gospel. что вот это два как близнеца Евангелия. Expression and Выражение explanation. практическое и объяснение того, что вы делаете. In our context, А в in нашем контексте, an atheist Berlin, вот я работаю в атеистическом Берлине, I live in der ehemalige Deutsche Demokratische Republik. я живу, то есть, в Немецкой Демократической Республике. Ostdeutschland. Восточная Ост-Берлин. Германия, да, Восточный Берлин, то, что раньше было. If we say hello, Если мы скажем «Hello», we explain, you are a мы sinner, начинаем объяснять, вы you need грешник, grace, вам нужна благодать, God will forgive you in Бог Jesus. простит вас в Иисусе. My neighbors, То мои соседи, it sounds to them, а для них это звучит как, say, hello, ты говоришь «Hello», I believe in Santa Claus, я верю в Санта-Клауса, and he can save your whole life. и он может спасти всю вашу жизнь. Вот так это для них звучит. Because they have never seen an expression Потому что они, может быть, еще не видели выражения with any truth or meaning с каким-то смыслом или с истиной, of God's existence or His mercy. Выражение Божьего существования, Божьего милосердия. And maybe in more of your context, people may believe in God, И, может быть, в вашем контексте у вас больше людей, которые верят как минимум в существование Бога. they need to be reminded of His real goodness. Может быть, им нужно напомнить о Его настоящей благости. They have forgotten His chesed, His loving, faithful kindness. Они забыли Его любящую, верную доброту. And then also need to gain understanding И of the напомнить gospel. им и дать им понимание Евангелия. So, this is the foundation. То есть вот это наше основание того, что мы делаем. Now I would like to Теперь я go хочу пригласить вас перейти to talking about the church's role. к разговору о роли церкви. And when I mean church, И когда я говорю о церкви, I mean this body. я имею в виду вот тело. Yeah, whether you work in a building, Неважно, вы работаете в здании, I'm an evangelist, so I don't work in a building. I я work евангелист, поэтому мой офис не в здании, я I work работаю here, вот здесь and работаю, here, и and здесь here. работаю, и здесь работаю. yeah, on the То streets. есть я на улицах, я с людьми. Yeah. What does it mean for the church Что же означает для церкви to build trust, строить доверие общества,
with an unbelieving city. Особенно если ты в неверующем атмосфере, в неверующем городе. Martin Luther Мартин Лютер called the church призвал церковь to the fact that it was not к пониманию того, что она не открыта to being the light and the life and the love of Jesus к тому, Christ. чтобы быть светом, любовью Иисуса Христа, жизнью Иисуса Христа людям в обществе. The church created a barrier Потому что на тот момент церковь создала барьер between the holy God между святым Богом and a sinful people. и грешными людьми. And the church's job is to be that bridge, А is to be задание that церкви reflection. быть этим мостом, быть отражением. And my prayer today И сегодня я молюсь, is that we will be reminded чтобы мы получили напоминание, that it's not just a church 500 years ago что это касается не только церкви 500 лет тому назад, that can be a barrier которая не только та церковь могла быть барьером to the love для любви and the light и для света and the life и для жизни of Jesus Иисуса to a disbelieving generation. для неверующего поколения. So my hope is that in the next few Поэтому minutes я надеюсь, что в ближайшие пару минут you will have a better idea of these three topics. у вас сложится более лучшее понимание этих трех тем. Does your body Является ли ваше тело, have a Христа, clear ваше- vision of who it is? церковь, имеет ли четкое понимание, кто она такая? If you ask the members of your body, what is our identity, our vision, and our values? Если вы спросите людей в своей церкви, какое наше видение, какие наши ценности, кто мы, Do they know this? смогут ли люди вот так вот ответить? Can they say this? И могут ли они сказать это правильно, выразить это словами? If you ask anyone Если вы спросите кого-нибудь, in our church plant in Berlin, вот в нашей церкви, которую мы начали в Берлине, what is the vision of A+? если вы спросите, какое видение церкви A+, I will explain the name in я just a minute. объясню название потом позже. They will say, yes, Они скажут, хорошо, да, я могу объяснить. that we would be changed daily Наше видение меняться ежедневно by the power and the truth and love of God, через силу, истину и любовь Божью and to be a loving friend to our и neighbors. быть любящим другом своему ближнему, своему соседу. Then, the other aspect is, do you have a good sentence or paragraph, a saying, a motto И следующее это, если у вас какое-то хорошее там утверждение, девиз какой-то, предложение, that the thousands or tens of thousands of people in your neighborhood которое тысячи или сотни или тысячи людей в вашем городе, or if you're a network church, the hundreds of thousands of people in your city, или если у вас сеть церквей, то это может быть даже сотни тысяч людей в вашем городе, that they would recognize, this saying belongs to that body. если какое-то вот такое ваше выражение, девиз, которое люди, услышав его, будут знать, ага, вот это то, чем отличается вот это, то есть то, чем вы известны. And the saying for A+, the motto for A+, И наш девиз в А+, we want to be A+ for Altklinike. мы, Altklinike is the name of our city. мы section. хотим быть плюсом для Алт-клиника, это название нашего района города. So then, Вот у нас получается Altklinike, the name of our city section. Алт-клиника это название нашего района города, Plus. плюс. Вот так вот появилось наше название. То есть мы плюс для нашего города. What is good, То есть то, что what хорошее, is helpful, то, что полезное, what is positive. то, что позитивное. And И on our motto, наш девиз, we have a green line. у нас есть зеленая линия. And we are able to say our understanding of good and positive comes from the cross of Jesus. Мы говорим, что наше понимание того, что хорошее и то, что положительное для людей, приходит от Христа Иисуса. So it is clear to the people in our body Поэтому есть четкое понимание у людей в нашей церкви, в нашем теле Христа,
our biblical mandate to love God Четкое and love our понимание neighbor. нашего библейского мандата, поручения любить Бога и любить ближнего. And that love of God changes us every day. We are not finished. We need Him every И day. что эта любовь Божья меняет нас каждый день. Работа над нами не закончилась, мы нуждаемся в нем каждый день. And it is clear to everyone in our neighborhood И тоже всем нашим соседям четко и понятно, that our goal что наша цель is to bless them. – это благословлять их. And number 2, И второй вопрос. I would like to see if you have concrete ideas Мне бы хотелось выяснить, есть ли у вас какие-то конкретные идеи of what that blessing, того, как это благословение Божье, what that mercy как это милосердие can concretely look like может конкретно выглядеть in your area. в вашем случае. And then number 3, И третий пункт. we'll look at 4 areas of life Мы с вами разберем 4 сферы жизни and identify what would be the easiest way for you to express God's и mercy будем определять, какая сфера для вас самая подходящая для выражения Божьего милосердия. to the people in your area. Именно в вашей работе с людьми вокруг вас. Okay. Also, just quickly, Коротко еще скажу. if it helps you to write things down, please do. Если вам полезно записывать, вести конспект, пожалуйста, вы можете вести конспект. Everything up here, I think, will be made available Но я to you. думаю, что все, что здесь будет, вы сможете потом себе закачать эти слайды. Yeah. Okay. Can you pass also papers? Oh, yeah. Sorry. И еще мы забыли. I forgot. Мы забыли. Я забыла. У нас есть So, конспект уже вам раздать. This Поэтому вот is это, the biblical background, это как бы the библейское study. основание. I will not follow исследования. this. Я не буду рассказывать подробно, я не буду следовать за этим конспектом. Do you? My family comes from Norway. Моя вообще семья родом из Норвегии, We have hard, salty fish. и у нас мы обычно соленую сушеную рыбу We часто have кушаем. this У вас also? оно есть? Я надеюсь, что есть. Okay. This is better than hard, salty Вот fish. это лучше, чем таранка какая-то, да? But it is very dense, Но она очень жесткая, very full of the Lord's salt, очень His word, наполнена солью Божьей, то есть Его Словом. and what for you to chew on at И home. это то, что вы сможете дома пожевать. Okay. То есть это не обязательно прямой конспект сегодняшней лекции, но это связано. Okay. So I am sorry I forgot to hand that out. Извините, что сразу забыли раздать. And I am committing the worst teacher sin И я, конечно, совершил самый худший грех учителя. of trying to talk to you while you're reading. Я пытался с вами говорить в то время, когда вы читаете. So once the papers are around, Поэтому please хорошо, раздали focus here. листочки. Пожалуйста, внимание ваше снова сюда направьте. Thank you. Спасибо. This is our family. Это моя семья. I am married to Holly. А у меня жена Холли. She's the brains. Она мозги в нашей семье. And we have 3 children. И у нас трое детей. Yeah. And Alec is crazy. Алик, он просто The безумный. older one. По фотографии видно, старший. Eliana Элиана, is the strongest. она самая сильная. Very strong-willed. Очень сильная воля. And this is Lars. И this is what? Lars. Lars. And in German, Lars. Yeah. Lars. And in German we have a cartoon. И в Германии есть мультик. And he's a little ice bear, little polar И bear. там такой маленький мишка северный есть с таким So, именем. Поэтому он нам такой же. and God called this crazy family И Бог призвал эту безумную семью 20 years ago 20 лет назад to be evangelists in former DDR. быть евангелистами в бывшей ГДР. So the children have grown up only in the DDR. Or Дети former у нас DDR. выросли только в Германии уже, получается, в ГДР. And this, we started with 8 years ago. И мы начали 8 лет назад, We had other church planting projects before and потому что they're до going этого у on. нас были другие, мы церкви основывали, другие проекты были. 8 years ago we started with maybe a handful of people И вот 8 лет назад мы начали вот буквально с кучки людей, praying. молились, And the most senior и самый старший man человек, мужчина, looks at me посмотрел на меня and says, и сказал: no. нет.
there are no Americans in this neighborhood. В нашем районе нет американцев. You're going to walk around. No one will talk with you. Ты будешь ходить, никто с тобой разговаривать не будет. You have nothing to offer. Что ты можешь предложить нам? I said, well, Я говорю, ну, I know that God will shed His mercy on our neighborhood. я знаю, что Бог будет изливать свою милость на наш район города. And maybe I am the wrong person. И может быть я не тот человек, But we have a word from the Lord, and He has brought enough people, 5 people, но у нас есть слово от Господа, что нам нужно быть здесь, и у нас есть около 5 человек, которые с нами. we have to try. Нам нужно пробовать. And God has blessed mightily. И Бог очень сильно нас благословил. This is a Christmas Eve service 3 years ago, Это служение, рождественский вечер 3 года назад, and we gather и мы собрали and invite the whole neighborhood to come and sing, и пригласили всех соседей прийти, петь, and people come out on their и balconies люди на балконы выходили, who are too shy to come down те, которые and стеснялись hold a candle. спуститься, там со свечкой стоять, у нас такой был со свечами концерт, как бы. And the sound echoes Но звук шел по всем квартирам, thousands of apartments. там 1000 квартир в нашем районе, We have high concrete buildings потому что у нас там многоэтажки like Kiev в Киеве and probably Belarus, и, наверное, в Белоруссии тоже. and the singing И звук пения is beautiful, and the light прекрасно can звучит be благодаря seen from every акустике, window. получается, и свечечки, которые у нас были, они были видны издалека. And this is what we mean. This is one example И это один из примеров of a plus. вот этого плюса. In the darkness В of темноте, December in Germany, это декабрь в Германии, there is light, мы несли свет, there is life, жизнь there is love, и любовь. and it's clear. И вот это вот ясно показывает. And then one of our elders И потом один из наших старейшин points out подчеркнул то дальнейшее наше видение, подчеркнул, that this beautiful example что этот прекрасный пример, we celebrate as Christmas. что мы празднуем Рождество. And is when Jesus was born. А Рождество это когда родился Иисус. And if anybody would like to understand more, after singing, we will have a service. И если кто-то хочет больше узнать об этом, понять лучше, после концерта будет служение. And we will not only read И мы не только будем читать the story of Jesus, историю о рождении Иисуса, but we will explain но будет и объяснение, why it's important for today. почему это важно для нас и на сегодняшний день. I would like to give you a quick И я хочу привести вам короткий framework такой вот пример, for how we operate as a church, a Ага. model. модель того, как мы как церковь действуем, поступаем. I will go through this very, very quickly. Я буду разбирать эту диаграмму очень-очень быстро. We also travel to different churches and Хочу denominations сказать, что мы едем тоже в другие церкви и деноминации. and spend a whole weekend going through this И model. проходим вот эту модель целую неделю, семинар на целую неделю. If you are interested in really knowing this model more И clearly, если вам будет you интересно can let me know. знать подробности, то подойдите тогда, когда дайте мне знать. We start with VIPs, Итак, мы начинаем с тех, кого мы называем VIP, важные персоны, important people. очень Yes. важные персоны. And these are 1 to 3 people И, как правило, это 1, 2, 3 человека, that everyone in our church которые, каждый человек в нашей церкви, is praying это выбирает себе от 1 до 3 и молится за этих людей, that there would be a way open to spend time, чтобы появлялась возможность проводить с ними время, to bless them, благословлять их каким-то образом and to share faith. и делиться нашей верой. And then, as we pray, we meet with them. И потом, когда мы молимся, мы находим возможность встретиться с ними. Maybe here in Ukraine, for I hear tea and coffee. Я не знаю, на Украине здесь там на чаек, на кофе где-то можно встретиться, да, Боря? In German, we have another beverage. В Германии у нас другие напитки. And then we also invite them И потом мы их приглашаем to a corporate gathering. на какое-то общее собрание.
And this is very, very important. И это очень-очень важно. Because the people that are my VIPs, when they come to a corporate gathering, Потому что люди, которых я считаю своими важными персонами, за которых я молюсь, когда они приходят на общую встречу какую-то, they see Christians, они видят христиан, not just one Christian, не только меня одного христианина, up to 50 Christians, они могут до 50 христиан видеть, and other non-Christians, и других неверующих, and they see that my friend Jay и они видят, что мой друг Джей, is a crazy American он, конечно, безумный американец, who believes in this Jesus, который верит в этого Иисуса, but Sven, но Свен, he's a German banker, он немец и банкир, very reasonable, очень-очень такой достойный not at человек, all crazy. и вообще не безумный, явно понятно, что он, He also believes in Jesus. но Свен тоже верит в Иисуса. Maybe I should think Может, about и it. мне стоит об этом задуматься. And then after like a picnic or a И party, общая встреча — это может быть какой-то праздник, какой-то пикник, game night, может быть какой-то вечер игр. there are also events Потом у нас есть события, where there's social element когда есть и элемент социального общения, and a teaching element. и элемент учения. And in this teaching element, И в этом элементе учения there is a clear gospel presentation. звучит четкая проповедь Евангелия. So it's a good mixture Получается, что хорошая такая смесь of these two. вот этих двух вещей. In the fourth stage, На четвертом этапе it is a clear gospel class. у нас идет четкая как бы презентация Евангелия, урок Евангелия. 10 or 12 weeks, Это может быть 10-12 недель эти уроки. who is God, Рассказывают о том, кто такой Бог, what about the Father, Отец, кто who is такой, Jesus, кто такой Иисус, what about the Holy Spirit, кто такой Дух Святой, what about the Bible, вообще что такое Библия. if God is good and powerful, how can there be И evil, вопросы такие, как если Бог благой и сильный, почему существует зло. 10 to 12 weeks, 10-12 недель такой курс. and usually about half the participants have И, become Christians. как правило, где-то половина участников становятся христианами. After this course, we invite people who have become Christians and После этого курса мы приглашаем людей, которые стали христианами, и those who have not, даже тех, которые не стали христианами, but who want to learn more about who Jesus is and about the но Bible, которые все еще интересуются тем узнать больше, кто такой Иисус, и больше узнать о Библии. to a small group. Мы приглашаем их на маленькие группы, на домашние группы. In that group, we are all the same, И в той группе мы все уже одинаковые, that we want to know Jesus more в том смысле, deeply что мы хотим узнавать больше об Иисусе and learn more about the Bible. и узнавать больше Библию. Now, there are differences because some already believe in Jesus and some not yet. И разница, конечно, есть в том, что некоторые уже поверили в Иисуса, а некоторые присутствующие еще не верят. And this can be difficult И это может быть создавать сложную ситуацию. because some of the, just this 2 weeks ago, Потому что вот буквально 2 недели назад we had a really good lesson у нас был очень хороший урок. and the Christians in the group said, oh, that is exactly what I needed. И христиане вдруг говорят: ой, это точно, это именно то, что мне нужно было услышать. And the 2 non-Christians in И that group 2 нехристианина в той группе said, this week was not helpful for me. сказали: вообще занятие на этой неделе вообще никакой пользы не имело для меня. And so we also, like the example with the orphans, Мы так же, как вот в примере с сиротами, say, okay, why, if this is God's truth, мы подумали: хорошо, если мы говорили о Божьей истине, how can we make it both fruitful for those who believe and helpful for those who are not? доносить так, чтобы она приносила плоды для верующих и чтобы она была полезна для тех, кто еще не верующий. The reason I show you this Причина, по которой я вам показываю вот этот цикл, is to show you how God has raised our church from 5 people чтобы показать, как Бог поднял нашу церковь от to 5 over 50 человек до больше, чем 50 in a few years за течение нескольких лет because of a commitment to prayer из-за нашего посвящения молитве, and that we spend 50% и мы тратим 50% as a goal of our time нашего времени, целимся на 50%, not to be in the church building чтобы проводить его не в церковном здании, нашей церковной встречи, but with our non-Christian friends, но проводить наше время с неверующими друзьями, and especially to get to the main point of this и presentation, особенно, чтобы подходить к основной цели этой презентации, how do you meet people? как находить возможность встречаться с людьми. In America, В Америке, in Germany, в Германии in other Western countries и that в I've других seen, западных странах, по крайней мере, с моего опыта, some Christians will say, некоторые христиане говорят: I have no non-Christian friends. у меня просто нет друзей не христиан.
Does this happen in your country? Здесь такое тоже есть. Есть такое? В вашей стране такое бывает? Да, и очень даже. Yes, Сотрудников много, друзей мало. There's some co-workers, but not real friends. Okay. And again, please understand it is important Но, пожалуйста, очень важно понимать, that our church plant and our approach что наш подход, наша церковь, is very focused on a geographical area. мы очень сфокусированы на конкретном географическом районе. This does not mean that we have had relationships with a coworker Это не значит, что мы не развиваем взаимоотношения с сотрудниками на работе who lives elsewhere, или кто-то какими-то людьми, которые живут в другом районе города. who has come Но были такие, которые приходили к нам, to know Jesus, приходили, принимали Иисуса. but that's perfectly fine. Это совершенно нас устраивает. They don't come to our church Просто у них неудобно им приезжать потом в нашу церковь. because we've said you should go to a church И мы им in your советовали, area ходите в церковь, которая ближе к вашему дому. and be active in your И neighborhood, проявляйте активность в своем районе города. expressing mercy, Выражайте милость, explaining to your neighbors. объясняйте своим соседям. So, how do we meet new people? И как находить встречи, возможность встречаться с новыми людьми. The people in the church need a bridge into the community. То есть моя тема, это как люди, церковные люди, чтобы они были мостом с обществом окружающим. I would like you to answer, what do you see? У меня вопрос, что вы видите? Suspension bridge. Берега, Подожди, что? два берега Two banks. и расстояние. Two banks in Yes, different distance exactly. between them. Mhm. Два берега расстояние, да, Very точно. good. And then, что? Just a river. Yeah. Yeah, a bay. То есть Anybody это know даже this? залив. Anybody know this bridge? Кто-нибудь знает этот мост? From San Francisco and San Oakland, Francisco, and Golden Gate. Okay, I tried to pick one of the most famous bridges I could find. Это самый знаменитый мост, который я нашел в фотографии. It is a suspension И bridge. это подвесной мост. What do we not see? Что мы с вами не видим, глядя на мост? Что? All the suspenders and there's different We see the mechanisms suspenders. inside. Но мы видим, как бы тросы видно. What we do not Что see мы не видим. Опоры. so buried in the rock, За камнями, покрыты камнем, внутри камня, the anchors. есть то, что якоря называется этого моста. Because of the suspension, И благодаря тому, что вот этот подвесной это мост, there needs to be a strong anchor. должны быть очень сильные опоры. This is anchor one, Это первая опора, your vision, это ваше видение. your По values. аналогии, это ваши ценности, ваше видение. If your vision as a church, if your values as a body Если ваше видение как церкви или ваши ценности как тело, are not a heartbeat of your church, они не являются по-настоящему сердцебиением вашей церкви, if it is not what you breathe, если это не является то, чем вы дышите, but some words on a piece of paper on the wall, если это просто слова на листочке где-то на стене, even if it's a very pretty piece, даже если это очень красивый листочек, it will not bear the weight он все равно не сможет вынести вес of relationship. взаимоотношений с неверующими людьми. It has to be alive. Это должно быть то, чем люди живут. If your reputation, Если ваша репутация, what non-Christian people in the community actually think of your то church, есть то, что неверующие люди в вашем обществе вокруг вас думают о вашей церкви, is not clear, если ваша репутация неясная, is not understandable, непонятная для них, then it will not bear the weight. то это тоже не Of вынесет relationship. веса взаимоотношений с этими людьми, не выдержит. Please understand, Пожалуйста, поймите, I did not say positive. я не сказал положительная I said репутация. Я clear просто сказал ясная. and understandable. Ясная и понятная. Relationship Взаимоотношения can be negative. могут быть и негативными. People can say, I don't like that church. Люди могут говорить, мне не нравится эта церковь. That's okay, Это тоже нормально. because they are still interacting with you. Потому что это все равно их реакция на вас. Они все равно взаимодействуют с вами, они знают о вас. Can we remember a story from the book of Acts Можем where ли there мы was вспомнить историю о a книге Деяний, very vocal man где был очень громкий who человек, was persecuting the church? который гнал церковь,
And then what happened? И потом что с ним случилось? He met Jesus. Он встретился с Иисусом. So if it is negative, Поэтому даже если негативное that's отношение, okay. это не страшно. God can change that. Бог может изменять людей. Our job is to be clear. Наша задача в том, чтобы нас четко понимали, что мы несем. If they receive it, if they appreciate it or not, Если кто уже примут они это, оценят они это или нет, we can't, that's not up to us. это уже не нам решать. Our job is to be clear Наша задача четко выражать and to be wise и быть мудрыми, как уже было упомянуто, and to not give up. и не сдаваться. Okay. Now, so we have the vision, the values, Есть эти ценности, The видение reputation. ценностей. the reputation. Второе – это репутация, второе основание. So the picture that we as a body have of То who we есть are, картина, которую мы имеем как наше тело, the picture of who the neighborhood has of who понимание we are. того, кто мы, потом какая картина сложилась у окружающих, кто мы. Are those enough? Достаточно ли этих двух опор? We have to have these towers. Еще нужны вот эти башни. Okay? So we have the two Итак, foundations, у нас есть два основания, первое, and then we have to have these two towers. и потом еще нужны две башни. If we only have these two, Если у нас только два вот этих основания, it will be a very small bridge, то мост можем построить очень короткий, and as we know, и как мы знаем, the gap between a church and its neighborhood а обычно пролом между церковью и окружающими людьми can be very large. может быть достаточно большим. So a simple bridge will not do, Поэтому коротенький простой мост не поможет. just with the two Если foundations. будет только два We основания, have to have towers. нам нужны еще опоры или башни. These towers И вот эти опоры are practical projects – это практические проекты, that the church either starts and hosts, которые церковь либо запускает и продолжает проводить их, or либо identifies and helps with, церковь присоединяется и помогает, participates in, участвует в них. but also has other partners in the neighborhood. Но при этом эти проекты проводят еще какие-то другие партнеры. So, I will give you first example И я приведу вам первый пример, that is very, very popular in Berlin. который в Берлине у нас очень-очень популярный. Also, I know in Poland, И тоже я знаю, в Польше он популярный. and that is starting a gospel choir. Это начинать хор, хор госпел. Okay, and it is something where there are people say, "Oh, I love this music. Есть люди, которые говорят, ой, нам так нравится эта музыка, I love to sing." мне нравится петь. And when I sing in my apartment, И когда я пою сам у себя в квартире, my neighbors complain. соседи жалуются. I don't know about apartments Я не знаю, как у in вас your здесь area, ситуация с квартирами, but in the apartments that were built in the DDR, но квартиры, которые строились в ГДР, there's a joke. есть шутка по поводу них. And the person walks in the Что apartment человек заходит в квартиру, and says, "Oh, it's nice. говорит, о, здесь хорошо, Yeah, 35 kvadratmeter. там 35 квадратных метров. Oh, А? I hear my neighbors." Ой, я так хорошо слышу соседей. And the owner of the apartment И says, хозяин квартиры говорит, "Yes, да, but can you see them?" но вы их разве видите? Вы же их не видите. That makes it a good Вот one. это и делает квартиру квартирой. Ты не видишь соседей. Many apartments you hear То everything. есть во многих домах у нас очень поете слова Бога. And if you would like to learn more about these words, Если вы хотите узнать больше об этих come to our словах, Bible study. приходите на наше изучение Библии. That's an example Ну, это пример of something that we as a church того, что мы как церковь, we own it, we run it, это everything is with наше, the мы church. проводим, это все исходит из церкви, наш этот проект хора. It's an example Это пример of something that people will come to того, к чему люди могут прийти у нас, that is from the church, и это организовано церковью, but not a worship service, но or при этом это не церковное not a служение, Bible study, это не изучение not a prayer Библии, meeting. это не молитвенное собрание. Okay. There are also other projects. Есть также другие проекты, We helped start it, которые мы помогли начинать, but that we aren't running it. но не мы их дальше ведем. Community Center. Это центр, общественный центр, то, что мы называем. We were asked Нас пригласили в свое by время the government правительство to
take care of 60,000 euros. Разобраться нам дали 60 тысяч евро. And I said, you want the church И сказал, вы хотите, to чтобы take care of церковь government money? распределила как бы вот правительственные деньги? And the lady says, yes, И начальница сказала, да, because you're the only group in Altklinik потому что вы единственная группа в этом районе, who has a vision for the whole neighborhood. которая имеет видение, которая как-то пытается позаботиться обо всем этом районе. And not for their own group. И вы не замкнуты сами в себе. This is clear over years. И это уже то, что они увидели на протяжении лет. And I said, Frau Schilling, И я сказала, фрау Шиллинг, if you understand, if you give us this money, we will do вы понимаете, что если вы нам даете эти деньги, мы things that are good for the будем neighborhood. делать то, что плюс, то, что полезно для этого района. And you must understand Но that вы должны понимать, что people become Christians по when we ходу do this. люди будут становиться христианами, когда мы будем что-то делать с этими деньгами. Not everyone, Не все, конечно, but a fair amount. но достаточно большое количество может стать христианами. You know, in the past couple of years, over 30 people. Потому что за последние пару лет буквально 30 человек у нас присоединилось к церкви. I don't know if 30 people coming to Christ in your Я neighborhood не is a знаю, big как deal. для вас, для ваших церквей 30 человек, которые приходят ко Христу, большое ли это достижение или нет. In East Berlin, it's considered a miracle. Но в Восточном Берлине это считается чудо. And she said, Mr. Eastman, И она сказала, мистер Истман, if you help us если вы поможете нам start these programs, запустить эти программы, she said, if you help us если вы поможете, and people come to faith, и люди будут приходить к вере, I'm okay with that. нас это устраивает. Это устраивает нас. So I call my wife. И я звоню жене, You will not believe говорю, what ты just не happened. поверишь, что нам, какая у нас возможность. Open door, Нам открыли дверь, lots of money дали кучу денег, to do both. чтобы мы делали и то, и другое. Crazy. Просто безумие для нас. So we helped get the community center started, Поэтому мы помогли запустить этот, называется, общественный центр. but now we have a Но non-believer сейчас уже есть даже неверующие, running the community center которые ведут дальше работу этого общественного центра. in conjunction В сотрудничестве with one of the women from our с church. одной из сестер с нашей церкви. But it's seen as a community Но work. это рассматривается как общественная, социальная, общественная работа. And our church И наша церковь is simply one of the partners. это просто один из партнеров. And so I think both are very, very important. И поэтому я считаю, что обе опоры очень важны. I also want to explain Я также хочу объяснить, that it is important что важно, to, I don't know how big your churches are. я не знаю, каких размеров ваша церковь, ваше служение. I know that our small church plant, Я знаю, что наша маленькая церковь, with maybe 30 people a couple years ago, которая еще пару лет назад была буквально 30 человек, committed to having at least 2 projects. мы нацелены на то, чтобы вести хотя бы 2 проекта. Because if you have one project, Потому что если есть один проект, people could say, oh, it's just a front. It's not real. It's люди just могут something сказать, they're ну это doing. показуха, это просто вы делаете для того, чтобы отмазка была, что это нереально. They can dismiss one. Если ты что-то одно делаешь, они могут это отбросить. When you have 2, Но когда ты 2, что хотя бы уже 2 каких-то дела делаешь проекта, it adds a lot of strength. то это придает очень большую силу. It adds a lot of credibility. Это вызывает больше доверия в обществе. And if you can have 3, Если вы можете проводить какие-то 3 проекта, then you have a pattern то тогда уже видят вас как пример, как модель вашего поведения. that you really mean this. Что вы действительно искренне хотите делать то, что вы делаете. 1, oh, maybe it's just their hobby. Один, то есть, может это их хобби, они просто развлекаются так. 2, 2 maybe this делают, is real. наверное, может они реально заинтересованы в этом. And 3 is the best. Это самое лучшее. I also understand Я также понимаю, that it takes a lot of manpower, it takes a lot of resources что нужно для этого много ресурсов, нужны человеческие ресурсы для проведения, to have 3 towers. чтобы провести хотя бы 3 башни иметь. It's a goal. Но это как бы ваша должна быть цель, к которой вы можете стремиться. It's a goal. Это просто как цель на начало. Very good. Finally, И приближаясь к концу, this is the reason вот эта причина, that Yaroslav asked me to come talk to по сути, you по today. которой Ярослав пригласил меня, чтобы я приехала на реформу. But
without the context, Но если бы я вам не объяснял контекст, this makes no sense. это было бы непонятно. This is how I talk to the people in our neighborhood. Это то, как я говорю с людьми в нашем районе. This is the question or the topic that I like to bring up. Это тема, которую я люблю поднимать. I can't say, I'd like to talk to you about mercy. Я не могу им сказать, давайте поговорим о милосердии. Would you like to talk about the gospel? Или хотите поговорить о Евангелии? Doesn't work. Такие вопросы не вызывают отклика. I'd like to talk to you about the quality of Но life. я говорю, давайте поговорим о качестве вашей жизни. Ich wohne in Deutschland. Я живу в Германии. Qualität. Качество, Deutsch. немецкое. Qualität. Германия и качество, да? Mercedes-Benz. Mercedes-Benz, Lufthansa. Lufthansa, Siemens. Siemens. There is a heartbeat, a value Есть просто ценность нации, да? in the German culture В немецкой культуре есть for quality. качество, в качестве. And so this statement is just something that we've developed. И поэтому это утверждение, это то, к чему мы пришли в процессе работы. That if we say quality of life, Что если мы говорим качество жизни, Lebensqualität, качество, Lebensqualität, people say, mm-hmm, люди такие, «Мгм». we know, interesting. Сразу им интересна эта тема. What about it? Хорошо, что вы можете сказать на эту тему? And then I say, I'm glad you asked. И тогда говорю, ну хорошо, что вы заинтересовались. And then I say, what do you think about the quality of life И я говорю, и что вы думаете о качестве жизни in our neighborhood, in our в community? нашем районе, в нашем микрорайоне? And I'm simply going to take you quickly through how an East German Я сейчас коротко вам объясню, как человек с Восточной Германии answers that question. отвечает на этот вопрос. They say, well, it's a social issue. Они говорят, ну это социальная проблема. Okay? They don't answer personally. Они, как правило, не говорят о себе лично, They answer collectively. они дают какой-то такой общий обзор. There are some serious social У нас problems. есть, да, у нас есть серьезные социальные проблемы. People live next to each other. Люди живут рядом друг с другом, They don't know each other. но не знают при этом друг друга. I don't know if this is a problem in your Я не area. знаю, есть ли такая проблема в ваших районах. We have people die У нас были случаи, когда люди умирали в квартирах, in their apartment. в своих квартирах. 5 minutes. Sweet. Это быстро. And no one У finds нас them были люди, которые умирали в квартирах, и никто не обнаруживал их труп until the до smell. тех пор, пока уже вонять не No начнет. relationship, no social. Никакой связи с соседями не было у людей, никто даже не проверял, почему их не видно. As we work in discussion И когда, ведя дискуссию, мы говорим, and then social action, и через какие-то социальные действия, then people start. So we тогда, start here то есть мы начинаем с этой сферы, with this question, начинаем с этим вопросом. and then we get to the physical, the practical. Потом People say, мы переходим к каким-то материальным или практическим вопросам. I have a problem. Люди говорят тогда, да, у меня есть проблема тоже. Yeah. I am hungry. Допустим, я голодный, I need food. мне нужна еда, I am not well. I need я help. нездоровый, мне нужна помощь со здоровьем, как-то с медицинской. And most in our neighborhood, И в нашем микрорайоне большинство, it's usually a practical problem of unemployment. как правило, у многих практическая проблема – это трудности с работой. I need a job. Говорят, мне нужно найти работу. Then it gets into a psychological Потом тема переходит к психологическому problem. проблемам. I don't sleep well. Я плохо сплю, I am frustrated that I don't have a good relationship with my я partner. расстроен, что у меня не очень хорошие отношения с партнером моим. And then И потом в that can lead разговоре все переходит уже о качестве жизни, наконец-то доходит to the last realm of faith, до последней темы, это духовная или вера. where people can say, I'm simply, I don't know why all the realms of my life Тогда человек начинает просто говорить, я не знаю, почему все сферы моей жизни don't have the level of quality не имеют того качества, того уровня качества, that it should. которое хотелось бы. And we say, well, И мы говорим, ну, we believe мы верим, мы считаем, that this area of quality of life что вот эта сфера качества жизни is the source является источником of quality качества to the other three. для всех остальных трех сфер.
And we are willing to work with any partner in these three. И мы готовы сотрудничать с любым партнером в этих трех сферах. And they don't believe in this one. И даже если они не верят в это, We say that's okay. мы говорим, ничего страшного, We'll work давайте with people getting jobs. сотрудничать с тем, чтобы помогать людям находить работу, например. We'll start groups that, like the community center, that Начинаем bring people какие-то together. группы общения по интересам, группы, как этот центр, общественный Because it центр. expresses our Потому что это выражает милосердие. our faith Выражает нашу веру in the gospel, в Евангелие. and it will be a plus for you И это будет плюсом для вас. and a signal for us И это будет сигналом для of нас God's love. о Божьей любви. Clear? Понятно, да? Okay.